Какие только ужасы не поджидают людей в Африке. Иногда невольно начинаешь думать, что в более отдаленных от цивилизации районах невозможно выйти из дома, не встретив льва, крокодила, ну или на крайний случай какую-нибудь черную мамбу. Но жителям Бурунди не повезло вдвойне. В их и не так самой замечательной стране обосновалось существо прямиком из людских кошмаров. Если вы все еще не верите в демонов, то вот вам доказательства их существования. Самый знаменитый крокодил-людоед Густав – огромный самец, живущий в мелководной северной части озера Танганьика. В основном он держится на территории Бурунди, но каждый раз, как за ним отправляется очередная охотничья экспедиция, перебирается в Танзанию или Конго-Заир. Благо Бурунди страна маленькая и до границы всегда недалеко. Вот уже несколько десятков лет он успешно избегает многочисленных ловушек и выработал привычку дразнить охотников, прежде чем подкрасться к ним и убить. Местные жители боятся его до такой степени, что по слухам приносят ему человеческие жертвы и молятся. Они утверждают, что Густав убил свыше 300 человек и нередко истребляет людей просто ради развлечения, оставляя тела нетронутыми. От источника к источнику число унесенных Густавом людоедом жизней сильно варьируется. Обычно говорят о 300 жертвах, однако такие авторитетные издания, как National Geographic, тактично обходятся формулировкой несколько сотен. Оно и понятно, ведь получить объективную цифру практически невозможно. Кроме того, поиски Густава мировыми исследователями часто были затруднены, например, из-за перемещения животного под водой. А местные жители не особо рвутся искать мифическое создание с не лучшей репутацией, от которого к тому же буквально отскакивают пули. Кроме того, людям свойственно преувеличивать, у страха глаза велики. Однако известность Густава не только как людоеда, но и как самого крупного крокодила в мире, похоже, имеет под собой основания. Разумеется, нельзя перемерить всех живущих ныне крокодилов, а кроме того, интернет пестрит всевозможными, в основном фейковыми сообщениями об очередном найденном гиганте. Тем не менее, длина самого большого крокодила, занесенного в книгу рекордов Гиннесса, составляет 6 метров 17 сантиметров. Это гребнистый крокодил по кличке Лолонг. Его изловили на Филиппинах 3 сентября 2011 года как раз из-за его нападений на людей. После чего он 1,5 года провел в Бунаванском экопарке и исследовательском центре и умер 10 февраля 2013 года. Натуралист Патрис Фойе, выслеживающий Густава с 1998 года и давший крокодилу-людоеду это имя, оценивает длину дьявола Бурунди в 20 футов, то есть примерно 6 метров 10 сантиметров. Как известно, рептилии растут в течение всей жизни, поэтому Густав благодаря своему возрасту примерно 65 лет в несколько раз крупнее своих среднестатистических собратьев. Достигая огромных размеров, крокодил должен менять рацион, так как привычная пища вроде рыбы или антилоп его уже не может устраивать. Они для него слишком малы, а он для них слишком неповоротлив. Поэтому он переходит в другой раздел меню, куда входят, например, детеныши бегемота и человек. Есть, правда, и другая точка зрения на этот счет. Густав мог перейти на питание людьми из-за ожесточенных локальных конфликтов в Бурунди с огромным количеством жертв, которые впоследствии сбрасывались в реку. Проще говоря, он привык к человечине, а в силу своих размеров еще и мог себе позволить ее добывать и после окончания междоусобиц. Разумеется, убить Густава местные жители пытались и не раз, о чем свидетельствуют шрамы и следы от пуль на теле гиганта. Но законодательством это, вообще говоря, запрещено, так как он является представителем охраняемого вида. Поэтому централизованной помощи от правительства не поступало. Таким образом, перед нами замкнутый круг. Крокодил достиг гигантских размеров, перешел на питание людьми, но сделать с этим ничего нельзя. Поэтому крокодил растет еще больше вместе со своими потребностями. Красочно описать потребности Густава можно цифрами из сообщения все того же Патриса Фойе. Он может съесть 10, а то и 15 человек. В одном из своих набегов крокодил смог осилить 17 человек, останки которых были найдены вдоль озера Танганьика. Надо сказать, что исследователи не сидели сложа руки, наблюдая за тем, как гигант методично вырезает местное население. Были предприняты попытки поймать Густава. Наиболее известным стал случай, произошедший в 2002 году с командой известного ранее натуралиста из Франции Патриса Фойе. Он вместе с командой пытался хотя бы привлечь Густава, чтобы снять гиганта при помощи камеры. Долгое время пресмыкающаяся никак не реагировала на действия людей, поэтому в последний день натуралисты решили действовать наверняка.
Для того, чтобы привлечь крокодила, они использовали живую козу, посадив животное в прочную металлическую клетку, которая должна была обеспечить полную безопасность живой приманки. Напротив клетки была установлена камера. Ночью из-за разразившегося ливня камера сломалась, а на утро Патри с командой обнаружили, что прочная металлическая клетка повреждена, а коза исчезла. Похоже, той ночью у Густава был пир. Исследователи уверены, что рептилия просто дразнит, и их были вынуждены покинуть Бурунди ни с чем. А в середине 2000-х появились слухи о гибели Густава. Правда, экспедиция National Geographic, посетившая эти места в 2008 году, информацию о смерти гигантского крокодила опровергла после того, как тот был обнаружен ее участниками. Если европейских натуралистов еще удается привлечь к поискам крокодила-людоеда, то местные жители наотрез отказываются снаряжать какие-либо экспедиции. Правда, изначально разъяренные жители, вооруженные огнестрельным оружием, отправлялись на поиски крокодила, чтобы отомстить за убитых родственников. И тогда на помощь Густаву приходил его толстый панцирь, от которого буквально отскакивали выпущенные в упор пули. Очевидцы, время от времени замечающие Густава, утверждают, что у крокодила на спине находится множество шрамов и затянувшихся ран, которые ему нанесли пули. Каждая подобная охота оканчивалась для кого-то из ловцов трагически. Густав, словно чувствуя, что люди пришли его отловить, начинал вести себя чрезвычайно осторожно, оставаясь в воде и стремительно нападая на своих жертв у самой кромки. С тех пор местные жители, перепробовавшие убить крокодила при помощи как холодного оружия, так и винтовок и автоматов и даже взрывчатки, перестали преследовать его, приняв фактически за божество. Ходят слухи, что в некоторых африканских поселениях Густаву приносят даже человеческие жертвы, которых затем оставляют на берегу водоема, чтобы задобрить крокодила и отвести его гнев от деревни на некоторое время. А опасаться на самом деле есть чего. Африканцы утверждают, что Густав часто убивает ради убийства, оставляя на берегу тела людей, даже не использовав их в пищу. По неофициальной информации, Густав за свою жизнь убил более 1000 человек. Не стоит удивляться тому, что присмыкающийся постоянно находит новых жертв. Местные жители, испытывая недостаток в питьевой воде, под страхом смерти вынуждены идти к берегам Танганьика, где их, затаившись, поджидает дьявол Бурунди. Временами Густаву приходится исчезать на очень длительный период, чтобы не попасться в сети охотников. И именно в этот самый период все жители близ реки Рузизи, озера Танганьика, а также соседних с Бурунди государств очень боятся. Крокодилы обходятся без еды по несколько месяцев, поэтому могут себе позволить тщательно выбирать себе добычу. Возможно, десятилетия неспокойной жизни научили Густава вести себя осторожнее при охоте и довольствоваться необходимым, несмотря на свою грозную репутацию в африканском мире. Интересно, что и среди бегемотов он заслужил уважение. Обычно не избегающие крокодилов и живущие с ними в нейтральном соседстве, при приближении Густава эти животные предпочитали удаляться на безопасное расстояние. В последний раз крокодил Густав был замечен в 2016 году в местах своего обычного обитания. По некоторым свидетельствам, он ушел вниз по течению, переехав в места поспокойнее или мигрировав из-за наводнения. В 2019 году вновь пришло известие о том, что Густав погиб, но никаких подтверждений этой информации не последовало, фотографий тоже нет. А значит, вполне возможно, что где-то в Африке, в тысячах километрах от тех мест, где животные его вида почитались как боги, Густав и сейчас продолжает свою наводящую ужас деятельность, удостовериться в которой далеко не каждому захочется.